Цветение орхидей в наших условиях – это зима, а летом орхидея должна расти. Хотя бы 1-2 листа у нее за лето, с весны до осени должны вырасти. Тогда она будет цвести регулярно. Иначе цветение в какой-то момент просто закончится. Другой микроклимат. Даже вот если они рядом стоят, одной орхидеи хорошо, другой плохо. Но запомните, что янтарную кислоту нужно применять только на здоровых растениях. Если это нужно. Ну да, если это нужно. Но я пользуюсь вот этим аминосилом, в котором нет янтарной кислоты. Поливаю. Растут и корни, и зеленая масса. И еще, чтобы вы просто тоже запомнили, что от фосфора идеально растут корни. Здравствуйте. Добрый день, друзья. Мне очень нравится рубрика «Ответы на вопросы», но бывают вопросы, на которые я специально снимаю видео, бывают маленькие вопросы, но я надеюсь, что всем интересные. Лежать. Нет, лежать. Не мешай. Я из последних 3 видео, из комментариев, выбрала несколько вопросов. Ну, давайте начнем с последнего видео. Это видео о трипсах. Кстати, ссылки на эти видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Я вам объясняла, как работать с актарой, и у меня на орхидее действительно появился трипс. А давайте я вам принесу эту орхидею и сейчас покажу, как она растет после 2 обработок. И продолжу свой рассказ. Было 2 обработки в течение 3 недель. Вот сейчас, буквально завтра, будет 3-я обработка. Помните, вот этот лист был очень маленьким. Вот здесь. Вот эти бугорки, они так и остались. Но они стали меньше, но листик заметно подрос. И в чем же вопрос заключается? Что действительно актара работает всегда от корней вверх к листьям. Прекрасно, когда листья растут. И действительно актара проникнет в каждую клеточку этого растения. Вопрос, когда она проникнет? Проникнет она через сутки, 2-3. А представляете, как за это время начинает активно развиваться личинки трипса. И вот выражение о том, что актарой опрыскивать бесполезно, это немножко не так. Потому что если это трипс, то очень даже полезно. Если мы попадаем на вредителя, он может погибнуть. Может быть, взрослый, жесткокрылый трипса не погибнет, но вы на него и не попадете, он от вас улетит очень быстро. А вот если вывелись личинки, и вы попадете на эту тонкую кожицу личинки, она погибнет. И поработает у актары трансламинарная функция и системная функция. То есть и через корни, и проникая в листья. А вот если вы актарой будете опрыскивать мучнистого червеца или щитовку, это действительно бесполезно. У щитовки панцирь, у мучнистого червеца он белый, пушистый и действительно как мука на нем насыпана. Ну все это в кавычках я говорю про муку. И с этой муки вода скатывается, она не задерживается. И только укусив растение, то есть проколов лист, мучнистый червец и щитовка могут получить дозу химиката. И тогда они погибнут. А с трипсом немножко по-другому. Так что от трипса я вам рекомендую еще и опрыскивание применять. Следующий вопрос. А не стоит ли сразу после покупки применять какие-то химикаты, чтобы не ждать, когда проявится действие какого-то вредителя? Если вы считаете, что нужно, применяйте. Только у нас вредители бывают разные. Бывают
трипс, мучнистый червец, щитовка, тля, а бывает клещ. Так вот, эти вредители, они истребляются разными химикатами. То есть, вот мы обработали Актарой. Актара на растении работает по разным подсчетам недели 3. Но обрабатываем мы чаще растения. Потому что выводятся личинки, которые могут все-таки не получить дозы отравы. Для того, чтобы взрослый трипс не откладывал следующие яйца, или мучнистые червецы, или опять же щитовка, вот мы обрабатываем каждые 7, 8, 10 дней. Ну, у кого какая температура, тот так и обрабатывает. Я имею в виду внешняя температура воздуха в помещении. И когда вы принесли растение, вы на него смотрите, у вас нет микроскопа и ничего не видите. Ну, мучнистого червеца и щитовку можно увидеть всегда. Просто нужно присмотреться глазками. Если кто плохо видит, надеть очки, и их будет видно прекрасно. И на цветоносах, и на листьях. Это все прекрасно видно. А вот трипс и клещ вы невооруженным взглядом не увидите. Так вот, от кого обрабатывать? Ну, то ли одними препаратами, то ли другими препаратами. От каких вредителей мы будем обрабатывать? К сожалению, это непонятно. Но если вы боитесь, что на ваших растениях есть какие-то вредители, то я бы сначала обрабатывала растения от клеща. Потому что клещ, с ним дольше бороться, сложнее, чем с трипсом и остальными вредителями. Вот сначала клещ, и только через 2-3 недели можно обрабатывать от трипса. Карантин обязателен. Я вам показывала эту парфюмерную фабрику, и на ней проявился трипс только через почти 2 месяца. Вот такая история с трипсом. Но трипс все очень быстро и все очень надежно. Вот с клещом сложнее. Ну и всегда очень много вопросов по аминосилу. Я вам показала новый аминосил. И действительно, в его составе есть янтарная кислота. Я против янтарной кислоты. Ну, против в каком плане? Вот все фаленопсисы обработать янтарной кислотой, у них начнут расти корни, у них начнет что-то там расти. Листья, корни, зеленая масса. Если фаленопсис здоровый, если вообще растение здорово, вы безболезненно можете обрабатывать янтарной кислотой. Но если есть какие-то черные пятна, мокрые пятна, какие-то непонятные для вас порезы и укусы, или вам кажется, что это порезы, вам кажется, что это укусы, это может грибковые быть заболевания. Ну, черные точки, мелкие черные точки. Вы думаете, что это кто-то покусал растение, а это грибок. И если вы обработаете янтарной кислотой, будь она в аминосиле, будь она где угодно, польете корни или опрыскаете растения, вы дадите такой толчок росту грибковых заболеваний, то, что находится на листьях. Разрастется не только ваша орхидея, а и все то, что на ней находится плохого. Но если вы уверены, что ваше растение абсолютно здорово и нет никаких ни пожелтений, ни покраснений на листьях, ни точек, ничего абсолютно, ну, вы смело можете обрабатывать янтарной кислотой, если вам это нравится. Кстати, в аминосиле не только в спрее есть янтарная кислота, вот такая еще полив для корней есть паста, чайная ложка 5 мл. Можно тоже разбавлять в воде и поливать корни. Прекрасно растут. Я это пробовала на ванде. У ванды сейчас прекрасно растут корни. Ну, правда, поливала я один раз и давно. А сейчас опрыскиваю ванду вот таким аминосилом. И даже не специальным для орхидей, а просто универсальным. И была удивлена, когда у ванды совершенно от старого корня
вырос молодой корень. С вандами, вообще со всеми экзотическими растениями в домашних условиях крайне сложно. Им нужно совершенно другое содержание, не наши жаркие квартиры. Вот если бы у меня была теплица, там можно устроить и прохладную часть, и более теплую часть, но не теплица, а хотя бы какая-то комната специальная для растений. Тогда бы это было все просто. А в комнате выбираешь какое-то место, ну и называется это танцы с бубнами, когда у ванды нужно, чтобы корни росли, у талумни, чтобы корни росли, а они все разные. Им нужен другой микроклимат. Даже вот если они рядом стоят, одной орхидеи хорошо, другой плохо. Но запомните, что янтарную кислоту нужно применять только на здоровых растениях. Если это нужно. Ну да, если это нужно. Но я пользуюсь вот этим аминосилом, в котором нет янтарной кислоты. Поливаю. Растут и корни, и зеленая масса. И еще, чтобы вы просто тоже запомнили, что от фосфора идеально растут корни. Есть такое удобрение, кстати, и это все считается удобрением. Есть удобрение, называется монокалий-фосфат, который мы применяем осенью в момент выпуска цветоносов и наращивания бутонов. Так вот, помимо наращивания бутонов, прекрасно растут и корни. Еще одна подписчица мне написала: у меня орхидеи 3 года. И все 3 года орхидеи прекрасно себя чувствовали и выпускали 2 раза в год цветоносы. И растили корни. Уж я не помню, не знаю, каким она его удобрением удобряла, и удобряла ли вообще свои орхидеи. Но если, например, стоят орхидеи на подоконнике, то они действительно могут и без удобрений года 3 прекрасно расти и цвести. То есть на старых своих запасах. А теперь она воспользовалась аминосилом, и у ее орхидей начали расти листья, не корни, а листья, и они летом не зацвели. Ну, во-первых, летом в разных регионах, я не буду рассказывать, что у нас у всех с вами разные условия, разные регионы, у кого-то холоднее, у кого-то теплее, у кого-то дождливее, у кого-то засушливее. Это все происходит по-разному. Ну, представьте, что если бы я купила орхидею, и у меня было у нее... Ну, давайте я вам покажу. Орхидею, вот смотрите. Вот такое количество листьев. Ну, шикарно же. Ну, почему орхидеи не цвести? Где цветет орхидея? Цветонос чаще всего из пазухи листа. Ну, вот как здесь. Вот, давайте смотреть. И на еще одну орхидею, на калейдоскоп бабочку. Пазуха листа. Отсюда... Даже вот здесь видно, смотрите, сколько цветоносов было. Вот эти палочки, это цветоносы. И все они растут из пазухи листа. По 2 цветоноса, по 1 цветоносу, по-разному бывает. И вот представьте, вот 2 пазухи, вот и вот. Ей нужно 3 года, чтобы задействовать все эти цветовые почки для выпуска цветоносов. А листьев нет у орхидеи. Она только цветет, но не растет. Через 3 года пазухи листа закончились. И ей нет куда будет больше цвести. Ей нужно листья наращивать. Для того, чтобы появился ствол у орхидей, и опять появились в пазухах листьев эти цветочные почки. Иначе откуда она будет цвести? Это корни орхидеи может расти от шеи в любом месте. А цветовые почки нет. Поэтому... Просто нужно понимать, что вы покормили орхидею, и она должна вырастить листья для того, чтобы зацвести. А если будут задействованы все цветовые почки, она больше и цвести не будет. А вы будете думать о том, что почему мои орхидеи 3 года прекрасно цвели, а тут перестали. Да потому что почек нет. Вот и все. Орхидея должна не только цвести 2 раза в год, она должна и листья растить. Между цветениями. Да, вот правильно мне муж говорит, между цветениями. А летом орхидея должна расти. Хотя бы 1-2 листа у нее за лето, ну, с весны до осени должны вырасти. Тогда она будет цвести регулярно. Иначе
цветение в какой-то момент просто закончится. Мы вносим удобрения всю весну, лето и осень. Когда орхидеи формируют цветоносы и бутоны, удобрения обязательно. А вот когда распустился первый цветок, желательно перестать удобрять орхидеи. Потому что, как бы вы ни старались, все равно есть азот, фосфор, калий. То есть орхидея может сбросить и цветы, и бутоны, и просто перейти в активную фазу роста. Поэтому, если у вас нет большого опыта, то лучше в момент цветения прекратить удобрять орхидеи. Просто поливать чистой водой. Калейдоскопчик распускает свои бутоны. Сейчас посмотрю, что я еще не ответила. Еще один вопрос. После полива аминосилом орхидея начала сбрасывать бутончики. Вы знаете, это не только от полива аминосилом. Вполне возможно, что при внесении любого удобрения ваша орхидея сбрасывает бутончики. Но бутоны сбрасывают не потому, что вы привнесли питание орхидеи. Они сбрасывают бутоны по разным причинам. Это может быть связано с удобрением. Если вы месяц назад поливали, удобряли орхидею, потом прошло какое-то время, она это все переработала, и опять у нее появилось удобрение, опять толчок к росту, например, или к цветению, но какой-то толчок от удобрения. Орхидея может отреагировать по-разному. Сбросить бутоны, дорастить дальше бутоны. Хватило бы у нее сил без питания те бутоны вырастить, тоже непонятно. Для сброса бутонов может быть много причин. У меня есть такие орхидеи, 2 мультифлоры, которые удивительные. Растят великолепный, большой ветвистый цветонос, и потом начинается. То через один бутон сбрасывают, то вообще могут сбросить бутоны и нарастить новые и зацвести. Ну, разные бывают капризы у орхидей. Одна орхидея, если с места на место переставила, обязательно сбросит бутоны. Если отвернула от света, тоже сбросит бутоны. То есть причин очень много. И не обязательно это удобрение или что-то еще. В этом нужно разбираться и наблюдать за орхидеями. Еще один вопрос. А почему на вашей орхидее, вот на этом дендробиуме, нобеле, скрученные листочки? Да они не только скручиваются. Ведь на всех дендробиумах, на всех бульбовых орхидеях листья отпадают в какой-то период времени. То есть, смотрите, они были скручены, сейчас они пожелтели, и они отпадут обязательно. Вот, даже говорить не надо, сам отлетел. То есть молодые бульбы, они всегда с зелеными листьями. Но когда бульба отцвела, и проходит еще какое-то время, но вот у меня после цветения прошло полгода, они сбрасывают листья, и они стоят абсолютно голые. Вот в центре бульбы, вот 1, 2, 3, они голые, они больше не цвести, не расти не будут. Они просто держат запас питательных веществ для того, чтобы дать возможность расти новым бульбам. И отрезать бульбы после цветения не нужно. Это запас их, это их кладовая с нужными для них запасами. Вот когда пожелтела и совсем усохла, вот тогда под самое основание вы ее отрезаете. А сначала они скручивают листья, потом они их сбрасывают. Вот еще одна бульба сбрасывает листья. Это жизненные процессы орхидей. Но зато она еще и цветет. И очень ароматная. Очень ароматная. И как всегда, в преддверии Нового года у меня хоть кто-нибудь да спросит, а как найти ваш второй канал кулинарный? Ссылку оставлю под видео. Но там, к сожалению,
я ничего не снимаю и не добавляю. Но основные рецепты, которыми я более 10 лет пользовалась и что-то придумывала сама, они рабочие, прекрасные, торты очень вкусные. Очень много моих клиентов, для которых я пекла торты, могут, конечно, вам сказать, как это было вкусно, но я давно этим уже не занимаюсь. Но канал существует, и ссылку оставлю в описании под видео. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!